Здорово, друг Сундук. Сегодня у нас познавательное «Сделай сам» видео из нескольких частей. В первой части я проедусь и пойму, как оно, без геля, на обычном сидении, и попытаюсь понять, куда же его вставить. Во второй части я покажу и расскажу, сколько стоит это дело и как вставить самому в гель сиденье. В третьей части мы прокатимся и поймем, насколько это помогло мне и пассажиру. В четвертой части я сравню это дело с обычной надувной подушкой за 25 евро, ну и сделаю выводы. Короче, рассмотрим несколько конфигураций. Но перед началом видоса объявляю, кстати, огромную благодарочку людям, которые поддержали последнюю серию не только Лукасом. В списке сегодня Дмитрий, Иван, Александр, Антон, Дамир и Руслан. И если вы тоже хотите поддержать этот выпуск и попасть со своим сообщением в следующий эфир, карта Тинькова, ссылки на донечные лерцы PayPal будут в описании. А теперь продолжаем просмотр. Имеется мотоциклетный мотоцикл. Что мы делаем сейчас? Мы сажаем женщину назад, себя вперед, прокатимся, заметим место, где мы реально сидим, потому что когда ты на месте примеряешься, это дело не совсем точно. Я, когда представляю, как я сижу на мотоцикле, я сажусь примерно на эту часть, а потом начинаю, когда реально рулить мотоциклом, я означает, что я всегда скатываюсь вперед, сажусь сюда поближе, чтобы коленями обхватить бак, и начинаю рулить. То же самое сзади. Вроде очевидно, что ты будешь сидеть посередине, но не все так просто. Сейчас мы прокатимся, поймем места, где мы реально сидим, чтобы именно туда правильно запихать, разметить этот гель. Тестируем, дегустируем. А потом по этому же маршруту прокатимся с гелем. Стоковое сиденье, полчаса езды. Начинает чувствоваться задняя часть жопы с копчиком. Чуть-чуть. Не болит, но уже чувствуется. Будем надеяться, что после геля все будет повеселее. Вообще забавная шляпа с этим гелем. Я находил много статей и видео, типа, как вставить гель, я вставил гель. И в конце видео все чуваки говорят: классно, я себе вставил, стало намного лучше. Я, правда, еще не ездил. И, походу, это будет единственное первое видео в интернете, в котором я скажу, это помогает реально или нет. В общем, покатались и заметили, куда там примерно поставить гель, и заметили, что по трассе, не двигаясь, я реально начинаю затекать уже через полчаса. Пассажир, кстати, точно с таким же темпом затекает. Согласен, шляпа, так что давайте пилить сиденье. Шаг пол-литра. Посмотреть это видео и понять, надо ли оно вам вообще, или лучше просто пиво попить с друзьями. На самом деле, даже не смотря это видео, я бы сходу выбрал пиво. Но так как я телеведущий вечно Хонды срущий, мне пришлось смотреть все эти шаги далее. А именно, шаг литровый. Расчехляем чехол. Тут ничего хитрого нет, просто вооружись отверткой. Иногда, если не получается подсунуть отвертку, можно слегка потянуть за кожу по бокам от скобки, чтобы она слегка вытянулась. Это типа рисково, но также рисково, как отверткой рвать эту кожу, чтобы подсунуть ее под эту скобку. Скажем так, в одном месте отверткой кожу таки я проковырял, но вот при этой попытке потянуть за саму кожу, чтобы скобка вылезла, у меня ни разу ничего не порвалось. Но это, конечно, категорически зависит от свежести и состояния вашего чехла. Самая ржавая последняя. Успех. Готово, последнее. Теперь все снято. Теперь у нас есть, так сказать, канвас для мучений. Отколупывание скобок в 2 руки полчаса. Шаг 2-литровый. Разметка. Наверное, самая важная часть. В принципе, мы на мотоцикле покатались, заметили, где нам будет конкретно удобно сидеть. Мы определились, что нам надо в самый-самый конец, заднее, по крайней мере, ставить. Как раз вот до начала вот этих вот скосов всех. Сзади просто, потому что тут вариантов особо нет. Спереди было чуть сложнее, но благо у нас, в принципе, он как раз ложится сюда именно вот в эту вот плоскость, которая параллельна земле. Тут, в принципе, все уже за нас очерчено, нужно только как-то постараться красиво это перенести на гель. Дальнейшим этапом надо центр сидения отметить, чтобы правильно вставлять эту хрень. И, в общем, у меня на сиденье, по крайней мере, есть рисочки, где находится именно центр сидения. Так что отметил тут, отметил тут. Ну а затем натягиваешь нитку и проводишь линию, типа ровную. Я даже лазером перепроверял ровноту этой замечательной линии. Лазер, надежность. Сейчас мы подсветим. Вот здесь вот чуть-чуть криво. Да. Подправишь? Пойдет, блядь. Короче, не настолько плохо, чтобы сейчас парить. Тут реально тут миллиметр просто кривой. Еще я заметил, что вот этот гель, он ромбовидной формы. То есть он внизу широкий, сверху он скошенный немного. Поэтому надо будет его вставлять вверх ногами. Обязательно. Потому что иначе сейчас мы отметим, разрежем. И получится так, что внизу он четко по размеру, а наверху зазор типа 2 мм с каждой стороны. Такое нам не годится. Вы только что прослушали лекцию от моего пуза.
потому что я не вижу, что происходит, но просто поверьте мне. Шаг 3. Находим центр на геле тоже. Ну, то есть он прозрачный, сквозь него видно линию на сидении, линия на квадрате. Сейчас обводим желаемую линию, где надо, чтобы оно лежало. Потом сверху также прикладываем гель, просто его обводим. И все, у нас все готово. Шаг 4. Обрезание. И сейчас будем пытаться отрезать. Говорят, это самая мучительная часть, потому что оно начинает липнуть просто ко всему. Из советов тут только резать с первого раза, потому что если ты не смог отрезать как надо, тебе придется кромсать потом это по миллиметрику, и он уже не режется, потому что ножницами там не за что схватиться, и он просто мнется под ними. Так что это будет похоже просто на отрывание маленьких кусочков от него и придание примерно нужной формы. Узбек. Ну да, такой волной получился. Ну, вроде ровно, но когда ты за счет того, что ты оттягиваешь, когда режешь. Шаг 5. Проверяем, что натворили переносом уже отрезанного куска на поролон. Потому что, как вы поняли, в процессе он заметно поменял изначальные очертания. Все, теперь вот эту шляпу мы прикладываем сюда и уже по реальным размерам обводим его. Если это получится, потому что все липнет просто невероятно. Надо его еще в слой пищевой, мне кажется, обтянуть. Ну и да, как только оголили кусок геля, закатайте опять в пленку пищевую, иначе с ним общаться категорически невозможно. Теперь мы его кладем как получилось и обводим заново. Ну да, то есть он вырезался и стал меньше. Вот что у нас в итоге было. Почему надо сначала вырезать, потом приложить еще раз, потом отрезать, потому что получилась вот такая вот хуйня. И сейчас нам надо будет под нее уже рисовать квадраты и вырезать. iPad, пожалуйста. Затем внутри контура рисуем квадраты, чтобы... Квадраты. Чтобы было удобнее потом резать. В целом, это можно пропустить, потому что главное здесь глубина реза, а не как вы там внутри основного контура это все попроводили. Шаг 6. Режем. Тут можете либо канцелярский нож использовать, выдвинутый на нужную длину в 2 см в моем случае, либо, как оказалось, кухонный нож отлично с этим справляется. Даже лучше, просто заранее изолентой отмерьте нужные 2 см лезвия, чтобы резать ровно на нужную глубину. Это очень важно и очень ускоряет следующий этап, если глубина правильная. Ну не так, как у чувака, конечно, на видео на новом сиденье. Реально, у него 10 минут заняло это. Да. В реальном времени. Но мы берем поправку. Этому сиденью 10 лет. И это сиденье, конечно, от Honda крошится. Ну и то был Триумф. Может, у Триумфа они как-то по... Шаг 7. Вырезаем. Здесь тоже много всякого я видел. Кто-то использует нож для плиты, чтобы типа торцом вырезать. Кто-то просто канцелярским ножом мучается, а я вот попробовал ножницами. Здесь также всегда старайтесь прощупать, не прорежете ли насквозь. Из страшного здесь уже начался пластик. То есть дальше здесь уже не порезать. У меня вот, как оказалось, задней части сидения 2 см толщины не было, и я в итоге не смог прорезать до туда, докуда планировал, потому что начали появляться сквозные дыры. Здесь начинается пластик, и мы решили не рисковать. Ну, типа, потому что гель, лежащий просто на пластике, особо пользы не даст. Надо, чтобы комбинация была. Потому что гель очень легко, точечно продавливается до прям пластика, и если это будет кости жопы, они будут успешно биться об пластик, это будет еще хуже. Мы отрезали все это дело просто ножницами, оказывается. Я не знаю, почему никто до этого не додумался, женщина додумалась. Я тоже не додумался. Оказывается, ножницами просто берешь и типа срезаешь, все, как кусты. Шаг 8. Тонкая подгонка. Здесь вы вставляете и вынимаете гель 100 раз, пока не понравится, как лежит. Я в задней части еще эту терку использовал, чтобы сравнять все. И все, и мы расчехлили такой тул, чтобы сейчас подровнять просто, потому что мы сейчас углубились, ну, чуть-чуть больше на сантиметр. Потому что, ну, не получается их ровно под корень резать. И сейчас мы будем вот эту стружку здесь по всей квартире раскидывать, чтобы у нас было нужное углубление. Муки Тантала. Если кто-то знает, что такое муки Тантала, пожалуйста, поставьте Лукас. И если кто-то пробовал муки Тантала, то тоже скажите. А еще из-за факапа с недостаточной глубиной пришлось повторно резать гель, отрезая ненужный кусок, который не влезал более, потому что мы не смогли по длине вырезать все, что планировали. Кстати, вот как на Триумфах выглядит гелевое сиденье. 2 мелких полоски геля на местах жопных костей стоят под сиденьем. Либо это секрет комфорта, либо бриты отдали это сиденье на разработку австралийцам.
Шаг 8,5, опциональный, потому что не все будут делать обе части сидения, но далее мы двинулись сделать все то же самое, но с водительской частью. Из подсказок можете отрезать нужный уголок, положить его на противоположную сторону, и по идее у вас должна получиться симметричная штука. Было чуть сложнее размечать, потому что спереди форма не такая дружелюбная, но мы справились. В целом все спереди было уже проще, потому что там как будто поролон плотнее. Теперь отрезаем. О, кстати, вот здесь он просто вынулся. Он просто потянул, и он ровно вот. Успех. Более крупный, интересный. Он тут более плотный просто какой-то, не крошится просто сразу. Так что если вашей сидушке не 50 лет, или вы как-то сидели на ней правильно, тогда все вообще быстро, четко. АСМР. Тут женщина мне сказала АСМР записать, потому что оторванные квадраты звучат как-то прикольно. Ну вот, смотрите. И после нарезания на нужную глубину я просто вытянул эти все квадраты пальцами, и они не крошились, а ровно и идеально вытаскивались, и все было сразу правильной глубины, и все было отлично. Сколько? 8 минут? Вообще. Шаг 9. Вклеивание внутрь. Это довольно стрёмный процесс, если вы отдерете пленку. Мы как раз так и попытались сделать, сняли пленку с этого геля, но это был полный провал. Поэтому решено вторую уже штуку вставлять без снятия пленок, потому что иначе это просто невозможно. С пленкой еще в чем плюс? Она ложится, распрямляется сама, как ей удобно. Все круто, все четко. Если ты это делаешь без пленки, то оно как вклеилось, так вклеилось. Оно идет все буграми, все криво-косо. Короче, реально это ужасно. А так оно, ну вот упало и все, и лежит себе. Есть еще один недостаток снимания этой внешней пленки, кстати. Когда ты ее снимаешь, гель теряет изначальную форму, становится более жидким. В результате он уже не той формы, которой ты его вырезал и размечал, и уже ничего так четко не влазит. В общем, не парьтесь, я считаю, и оставляйте с пленкой. Ну или снимайте верхнюю, а не нижнюю. Ну или страдайте. Шаг 10. Поролон. Сейчас самая страшная часть операции, после которой реально пути назад нет. Потому что если вот эта штука сейчас приклеится криво, то ее уже как бы не отодрать. Потому что написано Super Strong, Ultra Strong Permanent Glue. Беру этот баллон, написано трясти хорошо, мы его трясем его хорошо, затем все обрызгиваем. И потом от центра в края мы натягиваем, придавливаем. У нас есть написано 2-4 минуты, они точно не знают. Шаг в целом не хитрый, но грязноватый. Для сглаживания и удерживания на месте нашего геля, а тем более у меня не вклеенного, а просто вложенного внутрь, сверху приклеивается еще один слой тонкой поролонки. Хитрый, кстати. С одной стороны там сетка, а с другой мягкая поролоночка. Ну, вполне себе. И все. Сейчас надеваем чехол. По идее, это не самая сложная операция. И он уже все притянет как надо, и там мы уже отрежем точно и до конца поролон. Шаг 11. Натягиваем чехол назад. Как ни странно, это не самая сложная часть процедуры, потому что чехол уже имеет определенную форму, нужно только приложить чуток силы. И при желании все встанет ровно так, как было. Единственный подвох был в том, что невклеенный гель слабо держался свеженатянутой поролонкой и провисал иногда, если сиденье переворачивалось. Опасность была в том, что он может выпасть криво, и потом уже назад его не втрясешь в то же самое положение. Так что под сиденье я подкладывал что-нибудь, чтобы он не выпадал. В общем, секрет такой: найдите точки, которые 100% должны быть на своем месте, прибейте их, а потом уже между ними все добивайте, симметрично натягивая чехол и проверяя, чтобы палатки не получилось. Мы захерачили сначала углы, потом растянули, посмотрели, чтобы оно красиво лежало, а не было натянуто палаткой поверху. Так что сейчас мы просто в промежутках добьем, и все будет красиво. Имеется законченная законченность. Сзади самое сложное было, как ни странно. В общем и целом, как-то результатом я даже доволен остался. Я боялся, что у меня получатся какие-то складки, палатка натянута, еще что-нибудь. Ну, в результате все выглядит великолепно. Есть маленькие заметные кусочки, но они, кстати, притоптались уже после пары поездок и перестали быть заметными. Главное, что мы сейчас можем взять, поставить и наконец-то проверить и понять, есть ли смысл тратить 50 евросов и дрочиться вот этой штукой целый день. А тебе еще пригодится степлер, пригодится. Тебе и клей еще нужен будет, еще и поролонка. Так, короче, великолепное занятие. И, возможно, оно не такое крутое, как следовало бы
Сейчас проверим. А перед тестом всего этого замечательного дела, коротко о спонсоре сегодняшнего видоса. Это Формула X, уже знакомое вам место, созданное мотоциклистами для мотоциклистов. Как вы понимаете, у них есть все. Новые мотоциклы, БУ мотоциклы, квадроциклы, водный транспорт, экипировка, мотосервисы, запчасти, охота и рыбалка, и даже площадка для мото-джимхана имеется, где регулярно проходит мотодвиж. Например, этим летом по четвергам, зависит от погоды, они устраивают специальный моточетверг. В программу, например, входят джимхана, конкурсы с призами и подарками, все необходимое для шашлыков, мангал, уголь, решетки, посуда, они все предоставляют. А если лень грилить, есть фургон с шаурмой, которая неплохо зайдет под мотокино, которое они запускают, как только стемнеет. В общем, все ссылочки на ТЦ и их соцсети, у них, кстати, есть YouTube, Рутуб, Telegram, ВК и Instagram, оставляю в описании, чтобы вы ни в коем случае не пропустили следующий такой моточетверг. А теперь продолжаем просмотр. Тест-драйв после вставки геля. Ну, давайте проверять гель в действии. Я тут даже не знаю, что сказать, кстати. Я даже оригинальный звук не оставляю, потому что я еду и так типа... Потому что я не могу понять, изменилось ли что-то вообще. Да, стало мягче, но я не могу сказать, что от этого стало комфортнее. Стало иначе. И вроде бы действительно дольше времени уходит на то, чтобы затекать. Ну, скажем, 40 минут против 30. Ну, сомнительно, но окей. Мнение пассажира, кстати, ровно такое же. Было 30 минут до затекания, стало 40. Из того, что я точно могу сказать, этот гель держит температуру очень долго. Это и минус, и плюс. Если вы забыли мод на открытом солнце, в жару он будет кипятить вам жопу еще минут 20-30. Но и плюсы в этом есть. Я храню мод на подземной парковке, и когда я выезжаю в жару, я чувствую прохладу от геля еще какое-то время. Для зимы сомнительно, думаю, если мод на улице стоит, и для лета сомнительно, если мод стоит на улице под солнцем. Зато я не знаю, какие есть зато. Зато появилась мотивация попробовать воздушную подушку. Давайте сразу к ней. Надувная подушка заказана с Амазона за 25 евро штука. В комплекте насос для накачки в виде большого шприца и даже USB электронасос имеется. Не знаю, зачем он тут воздуха на пол выдоха вообще, но давайте пробовать. Что у нас имеется? Первые 20 минут поездки мне по ощущениям нравится. Очень мягко, очень классно. Реально сидишь как на облаке прям. Плюс в том, что у тебя получается из-за того, что она слегка поднадута, у тебя всегда в любом положении, в каком ты не сидел, подушка перпендикулярна твоей жопе. То есть нет такого, что куда-то давит больше, куда-то меньше. Оно очень равномерно распространяется. Но из минусов начался дождь. Стало резко очень холодно. И вот здесь мерзнет жопа, потому что через вот эти вот пупырышки продувает воздух. И реально прям холодно сидеть. Прям холодно. Зато в жару прикольно. Но удобно. Но великолепно. И сразу выше. И сразу как-то угол в ногах получше. И вроде сидишь как-то азартнее. Пока нравится. Посмотрим через 30 минут. По первым 30 минутам на этой подушке точно лучше, чем без нее. Тут хотя бы разница очевидна. Не так, как с гелем. То есть с гелем тебе приходится еще подумать, типа, а точно лучше стало? Типа стало мягче, но стало ли лучше? Тут надо подумать. А вот здесь, ну прям лучше. Из минусов выглядит сомнительно. На двоих, конечно, эта система выглядит категорически смешно. Но исходя из того, насколько хорошо она работает, я не жалуюсь. Могло быть, конечно, еще лучше, но что есть. О, вообще моя сдулась вообще-то, ее надо подкачивать. Да, надо подкачать. Сейчас подкачаем, будет великолепно. Мототур сдулся. Серега подкачивает комфорт. А я вообще как наркоман с собой иголку ношу с насосом для своей подушки. Потому что там нет клапана надувать, но там есть иголка. Как мяч? Да. Короче, подушка-пердушка спустя час. Чего можно точно сказать, что это индивидуально, конечно. Если вы не бились жопой об асфальт, вас это не будет волновать. Но если вы бились жопой об асфальт, то у вас не будет болеть копчик через час. Вообще нет. Прямо отлично. Да, все еще затекает. Но это решается тем, что ты подвигался по этой подушке вперед-назад, и все сразу стало на свои места. А если у вас еще не такая дурацкая форма сидения, которая возвышается сзади, зачем, не знаю, тут 40 сил, и я не знаю, зачем мне нужен подпор поясничный, то будет вообще великолепно, если какая-нибудь более прямая сидушка. Дальше.
Еще давай сейчас подождем, посмотрим, что получится. С подушкой я затек ближе к 2 часам уже. Ну то есть в 4 раза лучше, чем без нее, и примерно в 3 раза лучше, чем с гелем. И это все при меньшей стоимости, отсутствии потери выходных на потрошение сидения и шанса потенциального факапа с потрошением сидения. Закончился 2 час. Что я могу сказать? Мой копчик все равно сдался. Но это заняло серьезно больше времени. Так что оно работает, но не идеально. Но если вы не падали жопой об асфальт, отличное решение, я считаю. Отличное. Мнение пассажира тут такое. Вообще охуенно. Ну и давайте переходить к выводам. Выводы. Короче, я думаю, все понятно. Если после 5 часов перетяжки, 50 евро затрат на гель, инструменты, они мне, кстати, бесплатно достались, как и поролон, клей и степлер, спасибо Александру, то все еще и дороже получилось бы. Так вот, если я все еще сомневаюсь после всего этого, то эффект настолько мал, что ни капли того не стоил. Конечно, найдутся те, кто будет спорить и скажут, что вот, я купил комфортное гелевое сиденье, и это прям небо и земля, и теперь я могу по 10 тысяч километров не вставая ездить. Такое действительно может быть, но тут, скорее всего, дело будет в том, что это не просто гель против стока, а действительно перешитое сиденье с несколько другой формой, которая повлияла на комфорт больше, чем просто кусочек геля. В целом, мне кажется, что если вам не влезает толстый 2-сантиметровый кусок геля, то это занятие того точно не стоит. Я, кстати, пытался толще куски найти, и их просто не было в продаже. Из плюсов, конечно, теперь при продаже мотоцикла я смогу гордо в объявлении написать, что поставил комфортное гелевое сиденье для дальних путешествий. Ну а как это сиденье сделать действительно комфортно, мы уже знаем. Просто берите любую, самую дешевую надувную подушку, и это реально все меняет.